Окей, момент истины. Дамы и господа, приветствую всех, с вами Сэр Холмс. Продолжаем прохождение Morrowind, Tomb Raider Rebuild. И я остановился перед криптой, в которой живут вампиры, с которыми мне нужно поговорить. Но еще их нужно будет убедить со мной поговорить. И я буду полагаться на пару свитков, которые у меня есть, и на мои навыки скрытного перемещения. Ну, возможно, еще на высокую привлекательность. У меня что еще есть? Пара зелий, там пара свитков на привлекательность. Вот, ну посмотрим, как пойдет. А тут довольно интересно, скажу так. Но вампиров я пока не вижу никаких. Костяной ходунец тут мертвый. Немного муки с тебя возьмем. Средний щит. Серебряная сабля, кстати. Ну, это довольно неплохой лут даже. Ну, заодно все полутать, конечно же. Будет забавно, если тут никаких вампиров не окажется. Не хватает уже магии. Маны, то есть. Теперь обычные зелья уже не полностью мою ману восстанавливают. Я подкачал интеллект. Скелет воин валяется. Ну, такое ощущение, что они тут расчистили просто себе. Вампиры эти. Сотосил. Мастерство Сотосила. Ох, конечно, это все. Угу. Ну, это всего лишь благословение, хорошо. Что оно дает? О, увеличивает как раз таки ману. Это хорошо. Как раз мне тут кастовать всякие ночные глаза. Такая крипта, да, у них тут? О. Это вампир, кажись. Так, ладненько. Я вот думаю, может, стоит попробовать к нему так подойти? Без заклинаний. Опасно, конечно. Да, попробуем просто положиться на мою привлекательность. Крайне высокую, да? Только тут, конечно, затруднительно подкрасться к нему. Прям так, чтобы он... Ага, он в битве. Типа, он, видимо, со мной. Не хочет говорить. Неудачно, конечно, сюда залез. Глаза светятся красным. Так, ладно, попробую свиток. Вот этот вот. Devil's Truth. Так, и теперь... О, нет. Тут был еще вампир. Так, ладно.
Это было неловко как-то. Что, этого вампира я не заметил. То есть, да. Черт. Страшно. По идее, мне, конечно, надо пользоваться своими двоими, чтобы сбежать отсюда к черту. А вообще, может, наплевать на этих двоих, они явно какие-то не самые тут высокопоставленные вампиры. Попытаться пройти дальше к кому-нибудь из этих вон. Да, забавно, конечно, они тут расчистили себя. Ну, хотя наверняка и те бы мне что-нибудь сказали. Но вот эти ребята выглядят действительно... Как будто у них больше информации полезной. Так, окей, момент истины. Так, попробую то же самое. Да, понимаю, что мне, по идее, надо было от них драпать куда-нибудь, LMCV, интервенцию LMCV там применять. Но я ж все равно сюда приду. Так. Где этот свиток? Devil's Truth, вот он. Обеих их мне задеть вряд ли получится. Не-не-не, я не грабить ее хочу, а поболтать с ней. Ты пришел сюда поговорить? Ну что ж, говори, аргонянин, если так нужно. Кстати, я забыл там повторить, какие вопросы там мне, собственно, уточнить надо. Вопросы по вампиризму. Если это та сила, которую ты ищешь, тебе следует искать где-то еще. Здесь нет ничего такого замечательного в этом проклятии, которое обрушилось на нас. Исследование, говоришь? Твоя любознательность немного... не впопад, но хорошо. Спрашивай свои вопросы и давай покончим с этим. Так, вопросы, давайте по порядочку. К какой линии крови ты принадлежишь? Вроде какой-то такой вопрос у меня был. Опиши свое сопротивление к стальному оружию. У меня просто к обычному вопрос есть. Почему некоторое оружие ранит вас больше, чем другое? Являешься ли ты нежитью? Ты относишься к пепельным вампирам? Этот вопрос точно не в тему. Вампиры поддерживают связь с Дейдрическим королевством Хладная Гавань? Вот этот вопрос, да, должен быть задан. Вы отличаетесь от вампиров Варденфелла? Какие-то особые, может, в Сирайдиле, в Скайриме вампиры? Отличаетесь ли вы от вампиров в Аргонии? Бывает ли когда-нибудь... Вот этот вопрос тоже, да, нужно будет задать. Удовлетворена твоя жажда крови? Как-то это влияет на твои способности? Как вообще происходит процесс обращения в вампира? Этот вопрос нам не нужен. Вы можете защитить себя против солнечного? Вот это да. Вот это тоже есть. Ну давайте начнем. Про линии крови я не помню. Про оружие можно задать, но опять же тут, наверное, вот этот более подходящий.
какой-то вообще немного не тактичный. Зададим его лучше потом, а этот не нужен. Вот этот вот интересный, про связь с хладной гаванью, давайте спросим. С чего бы нам вообще иметь что-то общее с Обливионом? Жажда и голод, ну, в общем, отягощают наши разумы. Но мы скорее превратим культистов в наше пиршество, чем присоединимся к ним. Даэдра не представляют из себя добычу, то есть, да, наши жертвы не подходят на эту роль, поэтому они к нам не представляют интереса. Вот так вот. Вот, этот вопрос, кстати, теперь будет в тему. Бывает ли когда-нибудь удовлетворен вот этот вот голод по крови? Да, постепенно уменьшается отношение ее ко мне. Мы постоянно голодны. Голодание делает вампира более отчаянным и смелым. Даже безрассудным, но не более сильным. Кроме жажды, наши раны не могут затягиваться, если не пить свежую кровь. Окей. Давай по поводу защиты от солнечного света. Там тоже был такой вопрос. Как-то... Нет, говорит, мы защищаемся тем, что держимся от него подальше. Мне уже не нравится то, что отношения ухудшаются. Но 56 еще можно. Еще можно. Ну, вообще, в принципе, вот этот вопрос довольно глупый про нежить, потому что, ну, по сути, они не нежить, а тут это как больше... Ну, действительно, как проклятие на живущую сущность, насколько я сам знаю, особенности вампиров древних свитков. Так, что следующее спросить? Линии крови или про оружие? Ну, вот эти вот все вопросы такие себе. Вот по сути вот эти 4. Вот этот оставлю напоследок. Давай тогда про линии крови. На 6 уменьшила. Не упоминая то, что мы прокляты, мы к тому же еще и отбросы общества. Однажды мы принадлежали к клану Берн. Бенне, наверное. Или к Берн, какому-то вот такому клану. И таким образом мы относимся более какие-то... Скорее мы преступники, что ли, она говорит. Нет, мы нас скорее, она говорит, приобрели, ретейн, приобрели какие-то такие... фортив, без понятия. Ну, какие-то особенности, пока были под предводительством Берн. Хотя нас больше не приветствуют среди них. Ну, короче, да, получили они особенности этого клана. Почему вас изгнали, можно спросить. Да, блин, забыл, конечно, почитать, что вообще надо у них спрашивать. Ну... Да, наверное, имеет смысл спросить, почему вас изгнали. Мои взгляды на наше состояние, условия пребывания, в общем, не нравились, видимо, они, условия, в которых они были.
Вот, может попробовать подкупить ее. Хотя ладно, 42 еще нормально. Опиши свое сопротивление остальному оружию. И ты это называешь еще и силой. Уязвимость к редким металлам — это часть нашего проклятия. Они ранят нашу кровь, так же, как и солнечный свет. Угу. Ну ладно, последний вопрос. Ты нежить? Может, и не последний. Я для тебя выгляжу живой, органянин. Я особо не забочусь о том, как вы классифицируете подверженных этому заболеванию. Я знаю, что я умерла. Ага, вот, все-таки она нежить. Это интересно. Попробовать реально ее подкупить. А нет, даже нет такой опции. Ну, тут уже больше личные такие вопросы. Как ты стала вампиром? Ну, это, конечно, интересно, но... У меня в списке вопросов такого нет. Как долго ты была вампиром? Тоже вроде нет. Есть ли у тебя возможность испевать из других вампиров? Такого вопроса нет, хоть и тоже интересно. Вот, про различия вампиров. Вот, пожалуй, еще вот это имеет смысл спросить, остальное, наверное, нет. Отличаетесь ли вы от вампиров Варденфелла? В то время как другие формы обычно находятся на континенте, я была заражена болезнью из Варденфелла, как и все Берн. Угу. В принципе, у нас есть еще возможность. Ладно, давай, наверное... Хотя, наверное, на один еще хватит отношения. Как долго и может ли? Какой тут более интересный вариант? Вот, наверное, про можешь ли ты питаться от других вампиров, да? А ты бы в таком случае нашел несколько страдающих от голода вампиров, если так можно было бы. Ну да, логично. Ладно, у меня больше нет вопросов. Я ответил на твои вопросы, органянин. Это не так уж важно, что ты воздействовал на мой разум магией, но я не буду на тебя нападать. Нет, я лучше попрошу тебя об услуге. Угу. Прежде чем ты уйдешь, ты должен убить меня. Это жизнь или не жизнь, неважно, как вы ее назовете. Но я устала от нее. Хотя не могу закончить ее сама. Инстинкт все время берет надо мной вверх. Нет. Больше не бывать этому бесконечному голоданию. Поспеши. Ты убьешь меня. Если нет, ты умрешь от моей руки. Окей. Она даже не сопротивляется. Нет. Вот это поворот, да? Так, и вот здесь надо сохраниться. Угу. На все вопросы получил ответы.
Точно на все? Может, мне имеет смысл еще с другими вампирами поболтать? Но у меня такое ощущение, что вот именно к той, какой нужно было вампирше подошел. У меня ощущение, что остальные мне бы не сказали так много полезного. Ну вот тут вот эти вопросы я не задал, но их и не было вот в таком виде. Ну, были вопросы, отличаются ли в разных провинциях вампиры друг от друга. Угу. Так, ладно, давайте вернемся к более бытовым вещам, типа лутания вот всяких таких вот штук. О! Вот это неплохо. О! Вот это мне теперь не нужно, потому что у меня есть амулет. Кстати, ловушка душ. Брать на продажу, не брать. Наверное, не буду даже это брать на продажу, потому что надоело мне эта путаница со свитками, когда я не могу по несколько минут найти тот, что мне нужен среди тех, что у меня есть. Я бы еще попробовал очаровать кого-нибудь вон. Так. А хотя, пойду-ка я прокрадусь, наверное. Дальше, может, там еще что интересное найду. Еще какого-нибудь вампира. Не, похоже, нет. Кстати, интересное место тут. Святилище ярости Вивека. Яростный Вивек. Улучшает атаку ненамного. Так, и да, давай возьмем свиток очарования. Так, у меня вроде еще какой-то был, да, вот. На 40. От 0 до 48. Тут лучше вот этот вот кидала. Чтоб уж наверняка, да? Нет. Нет, окей, ладно. На этого магия не работает. Как тут темно на самом деле, да? Этот вампир собирается уходить или нет? Я тут подумал, мне, наверное, достанется за то, что я вампиршу убил. Потому что по заданию мне убивать ее не надо было. То есть такой вариант, конечно, что она сама попросит об этом, не рассматривался, но мне кажется, глава гильдии будет недовольна все равно. Ну ладно, что сделано, то сделано.
Опять же, то, о чем я говорил, надо уметь жить с принятыми решениями, даже если они были не лучшими. Ну вот, снова солнышко. Кстати, как тут солнечно и красиво-то. И теперь мне в Акамору снова. Да, надо вернуться на дорогу. Потому что я все еще рассчитываю... Ну, кстати, это не деодрические или там руины? Сейчас, если да, то стоит сходить. Только еще как к ним подобраться, надо понять. По горам прыгать я не очень хочу. Так, а где Гуард? Вот, мимо прошел. Стрелу... Нет, стрелу он мне не вернет. Ладно. Всякая нечисть летает. Да, все-таки надо было мне вампиршу не убивать, а телепортироваться от нее. Ну ладно. Черт уже с ней. Ну вот, собственно, дорога. Конечно, надо добраться до нее тут. Возможно, опять придется пользоваться левитацией. Может быть, и не придется. Но, пожалуй, лучше. Не мучиться. Просто долететь. Кстати, отсюда, наверное, я смогу попасть в эти руинки. Ах, ты увернулся, да? Негодяй. А, подожди, это не дорога, ни черта. Дорога вон, ниже. Мне не хотелось бы пропустить этот особняк. Ладно, здесь я был. Но, в принципе, наверное, имеет смысл сходить туда сначала. Посмотреть, нет ли там этого особняка. Потому что уже не помню. Регион священных земель. Ну, скорее всего, нет, скорее всего. Там где-то ближе к Акаморе все-таки. Чем к Сейлену. Да, особняк, в котором видели этих Дридре, паучьих Даэдра. Да, пожалуй, все-таки нет. Ладно. Тогда по дороге, собственно, в Акамору. Дождь, кстати, быстро как закончился. Вообще довольно дождливый регион Акамора. Вот, помнится, я тут уже путешествовал. В сериях, которые выходили года 2 назад, да? Но здесь нет. А даже еще, наверное, года 3 назад было. Была проблема с тем, что деревья либо летали в воздухе, либо наоборот проваливались под землю. Вот, и из-за этого я принял решение выпилить Morrowind Rebirth, который у меня тоже был в сборке модов.
там у нас что? Это же не Акамора, это что-то другое там. Похоже на две мирские руины, да? Похоже. Ну ладно, нам туда сейчас не нужно. Я бы опять же не хотел отвлекаться от квестов. А Каморы вообще нет среди пунктов населенных этих, которые тут указаны. Но места знакомые. Дорога, скорее всего, меня приведет. Хлерсис, это населенный пункт такой? Слушайте, тут я не бывал ни разу. Ой, что я наделал? Что я наделал? Как это вернуть теперь? Черт. Как вернуть свои статы? Потом разберусь, не так уж. Они мне нужны. Интересно, ладно, что тут у вас? Раз уж я сюда пришел. О, черт. Да, раз разбежался. С освещением вы тут не заморачивались, я так посмотрю. Вообще-то не похоже на населенный пункт. Ну, хотя ладно, беру свои слова обратно. Это населенный пункт. Чье-то жилище. Стража Эндарил. Торговец. Ну давай, добрый стражник, расскажи мне. Это подземное поселение называется Хлерсис. Если ищешь какое-то конкретное место, возможно, я смогу помочь. Далам Реда продает кое-какие товары в магазине. Шкуры, цепочки, блюда или лезвия, клинки. А кто такой Дрило Меритан? Он текущий владелец плантации. Скорее всего, найдешь его там. Он находит... Эта плантация находится там же, где и владелец этого поселения. То есть он же им и является. Можешь найти на восток от этого места. Отмечу у тебя на карте. Так будет легче всего. Угу, хорошо. Услуги. Есть услуги храма. 2 торговца. Далам Рета и Голам Донаран. Галам. Можешь посетить их, если тебе нужны припасы. Его храм можешь найти под лижущей спорой. Или текущей спорой. Это подземная таверна, которой владеет Галади Саротрил. Дочь Бедависа Саротрила. Классные, конечно, имена прямо. Я так радуюсь каждый раз, когда необходимо зачитывать какое-то новое. Слухи. Так, парочка рабов в шахте получила какую-то болезнь. Из-за всех этих спор, которые летают в воздухе там. Это плохо для бизнеса. Интересно, споры. Напоминает мне The Last of Us немного. Не проводи слишком много времени в шахтах. Споры. Там, короче, внизу споры. Мы потеряли уже парочку рабов. Мы тут довольно простой народ для секретов, говорит. Да, интересненько. Хижины. Подземное поселение довольно оригинально, кстати. Ну, тут
же и бизнес ведет, и спит. Добро пожаловать в мой магазин. Пожалуй, я могу тебя заинтересовать своими замечательными товарами. Слухи какие? Тоже про споры говорит. Все то же самое. А ты здесь, чтобы повидаться с Тадосом Эританом? Кто это? Он сын Дрелома Эритана. Обычно он в шахте находится. А, это текущий владелец плантации. Ну, видимо, он тут заправляет, да? Тут наместник как бы. Ну, окей, поговорим с ним, пожалуй. Так, таверна. Ну и что, на продажу? Вряд ли что-то интересное, ну да. Корней хамума у него нет, которые мне так нужны. А мне ему вроде продать-то и нечего. Ну вот парочку этих вот лишних сбагрить можно. Это все я бы сам использовать не прочь. Кольцо взгляда медузы опять дюпнулось. Почему-то оно дюпается постоянно. Хотя, может быть, их всегда было два, я их просто второго где-то нашел. Ладно, оставлю. Если кто заметил, подскажите, пожалуйста, я не помню. Давай, пойдем дальше. Так, наверное, тут приду, значит, к таверне, да, и, собственно, в шахту. Ну что, вам нормально так живется, что ли? Под землей-то. Еще один торговец. Почему нельзя было снаружи основать поселение? Как обычно это и делают, если есть шахта. Я тебя не знаю, что ты хочешь? Я к тебе торговать пришел. Все то же самое. Вот, Голам Денаран продает всякие разные штуки. Ну, его самые знаменитые товары — это самодельные объекты из камня какие-то. Ну, тебе стоит посетить и посмотреть самому. Угу. Да-да-да, понятно. О, даже какие-то есть вон. Зачарованные одежды у него. Одежды. Так, это что? Средняя броня. Меня интересует легкая, может быть. Так, рейтинг брони 15. Ну, кстати, хитиновый башенный щит. Кстати, он дает куда больше защиты, чем... Хотя 11-18 не намного больше, ладно. Ну, похоже, лучше, чем хитиновых у него не будет, да? Ладно. Вообще не так уж много вариантов легких доспехов. То есть хитиновые с кожи нетча, а потом вот есть нордские из шкур, да? А потом, по-моему, сразу идут уже стеклянные. То есть переходного какого-то нет момента. Каких-то переходного звена в этом все. 4 вечера. Кстати, можно тут заночевать, раз такое дело. Вот это верно, похоже, да?
Только как пройти в шахту, я что-то пока не понял. И тут через таверну у них. Какой тут нетипичный парень в полном доспехе. Может предложить какую-то тренировку. Аренар. Таланян. Путешествующий мечник. Здесь по найму сейчас. Не могу сказать, что это лучшее место из тех, что я видел. Шахтерское поселение. Большинство людей, собственно, работают здесь. Кто-то тут торгует, кто-то охотится, а кто-то держит свой бизнес в секрете, свои делишки, да? Чему может научить? Кстати, блокированию. Можно пару уроков взять. Кстати, я довольно много потратил на тренировку до этого. В гильдии магов. Вот это еще выглядит интересно, но похоже. Да, охотник. Ничего интересного мне не расскажет, да, тоже? Ладно. Привет, привет. Я владелец. Кровать могу предложить, ну понятно. Не так уж много слухов у нас здесь. Или, наверное, она имеет в виду, что не так уж много слышно из плантации Ритан, даже несмотря на то, что мы, по сути, расширение владений семьи Ритан в этих землях. Ну, как бы то ни было, мне говорили, что какие-то аболиционисты или какие-то подобные негодяи смогли похитить рабов отсюда. Интересно. Слышала какие-то противоречивые слухи, видимо, из форта Виндмоф. Это, наверное, ветреный мотылек. Мотылек, что-то такое на севере. Но я не знаю, о чем это все, как бы то ни было. Да, еще где-то храм у них тут. Не-не, не то, не то. Корень хамума есть? Очевидно, нет. Ладно. Угу. Кровать получил. А, да, видимо, вот тут у нас проход в шахту и в храм, да? Надо будет успеть вернуться. Что там такое валяется у вас? Блот. Грязюка какая-то. Слишком отчетливый звук воды. Ее тут не так уж много. Это есть то, что вы тут добываете в шахтах? Пожалуйста, не говори о Захраджи, сэра. Если я не буду работать, мастер накажет Захраджи. Можно сказать, иди на свободу. Я не могу, ключа нет. Это хозяин. Отец моего хозяина, говорит. Ладно, не буду отвлекать тебя.
Кстати, нелогично, что у рабыни такие сережки прикольные. Нелогично. Что там за споры-то у вас? Интересно же. Еще рабы. Я, кстати, я сейчас подумал, я, наверное, заблудился, по сути. В Акамору, наверное, другая дорога ведет. Хотя, наверное, это тоже меня приведет рано или поздно в Акамору. Так, ну вот, собственно, управленец, да, местный? Давай поговорим. Я тебя не знаю, что ты хочешь. Так, я такой-то аристократ. И стою в доме Индарил. Так. Версис. Ну, собственно, это шахта, да, вот этой вот грязи какой-то. Споровой грязи. Если б не магия, не гильдия магов и Телвани, эта шахта вообще бы не существовала. Так, маги платят за вот этот вот ресурс, который мы добываем здесь, блот. И мы поставляем большое количество их фракций, которые обладают магией, да? Но я не понимаю, почему они за все это платят. Эта штука не имеет большой ценности даже для алхимиков. Да, интересно. Интересно. Поаккуратней с грязюкой. Блот, кстати, что это такое? Я тоже не очень... эта штука может иметь странные эффекты на твой разум. Мне неинтересно говорить о моем отце с тобой, говорит. Что там про плантацию? Ладно, я думал, что-нибудь он мне тут интересно расскажет про споры, там, про заболевших рабов или про пропавших рабов. Ну, видимо, нет. Мне интересно, тут наверняка есть проплывы какие-то еще. Какие-то потайные части. Не хватает маны. Но я не то чтобы слишком горю желание туда нырять и проверять. Так, визуально не вижу ничего такого. Отсюда. О. Что-то араб туда забрался. Видимо, достает ресурсы оттуда. Ладно. Двину дальше отсюда. Так, тут я везде бывал. Кстати, довольно длинный такой коридор. Что-то у них еще храм есть. И мне вот интересно, где там мое спальное место в трактире-то в этом? Вот. Возможно, я что-то тут пропускаю, но ладно. Черт с ним. Подожди, еще раз, где кровать? Надеюсь, все в порядке, говорит. Где-то здесь, может. Вообще это похоже на... С другой стороны, это может быть чем-то вроде казарм.
нет. А, ну, собственно, храм. В храме, конечно, другое освещение совсем. Так, меня больше интересуют, наверное, какие-то услуги, возможно, какие я тут могу найти. Ну, вот, кстати, благословение. Тренировки. А, только для членов фракции. Не пустишь? Пустил. Это уже похоже на какое-то вторжение в личное пространство. Ну, тут, конечно, довольно все обширно, но большого интереса не представляет. Если бы я, наверное, состоял в храме, то... Такие хором. То мог бы тут что-то интересное для себя найти, а так-то нет, да? Да как вы все мешаете-то мне? О, атлетика прокачалась. По-моему, только 2. А, вот как раз захотел посмотреть, а как вернуть-то это сейчас? Ну вот, еще и карта. Так, ладно, карту вернул, а как? А, во, ничего себе. Никогда бы не додумался, но как-то додумался. Так, что-то я начинаю блуждать. Наверное, кстати, это, да, вот. Ничего себе тут. А где? А, вот. Да, это, пожалуй, самая необычная комната в гостинице из всех, в которых я останавливался. Вот. Ну ладно, давайте закругляться уже. Подзатянулось это все исследование Хлерсиса, да? Но интересное поселение. Вот, а вы лайкайтесь, подписывайтесь. Рад был с вами повидаться в этой серии. Вот, и давайте до встречи в новых.